Ну, я постоянно ночевал в подъезде. На ступешках. Шапку так вот, хоп, под голову сложил. Ты когда-нибудь воровал в жизни? Всем привет! Это канал Слово Пацана. История уличного парня Паши, который вы увидите сегодня в видео, у нас оставила очень много вопросов. И это тот самый случай, когда мы хотим обратиться за советом. За советом кому? К вам, к нашим зрителям. Поэтому, пожалуйста, пишите ваше мнение об этой ситуации в комментариях. Мы все будем читать. Доброе утро. Ты приехал сегодня пораньше? Да. Молодец. Не всю жизнь мне опаздывал. А я же в минуту засек. Думаю, вот-вот сейчас выскажу. А Дим на месте? Димы нет. А что это он? Не Спит знаю, не знаю, едет. еще? Я себе плохо поспал. Почему? Это Сергей. Да. Сергей, познакомься с Екатериной. Да, уже познакомились. Вот, еще раз познакомимся, давайте. Екатерина. Вдруг забыли мое имя? Да. Сергей. Дайте я Вот, сниму уже маску. после 20 шприцов уже можно знакомиться еще раз. Отлично. Тут он... Я сниму маску, шапку, чтобы вы меня увидели. Да. Вот. С болью же. Как сейчас? Таблетки взял с собой? Да, я с собой все Все, взял. хорошо. Екатерина уже помогала нам, делала Наталье зубы. Да. Это была просто филигранная работа. Клиника очень хорошая, и клиника недорогая, и врач там очень хороший. Ссылку я оставлю в описании. Приходите туда, потому что это действительно качественные услуги, которые приятно советовать, рекомендовать, и им большое спасибо. Ровно 9 еще есть. Все, он опоздал, уже минут пошла первая. Мы ему этого не простим. Все, мы его ждем. Полетел. А он приехал наш товарищ. Опоздание 5 минут. Ну, сделаем 6 минут, я его уважаю. 5 минут. 5 минут опоздания. Платишь, уже 6 будет. 6 минут опоздания. Ну уже 7, я его уважаю. Дима, привет! Иди сюда. Он соскучился по мне, я знаю. Доброе утро. Ты выспался хоть? Будут... Сегодня Серега приехал на 40 минут раньше, а вчера к зубному на час раньше. Я лучше пораньше. Правильно, Серег, Я правильно. человек деловой. Сколько тебя вчера зубов вырвали? Мне 2. Ну, я сегодня даже плохо спал. Ситуация плачевная. Серьезно, да? Но нам предстоит 5 удалений. Точно. А у меня же, это боль к вечеру все. Как началось, я обалдел. Так тебе надо было какое-нибудь обезболивающее. Так я выпил 2 таблетки после зубного. Таблетки. А они, короче... Таблетки. Сейчас у нас уже ведро ушло анестезии. Вот, еще ведро. Тебе надо еще одно. Да. Я попросил успокоительного сегодня вколоть там. И успокоительное, если есть у вас. Да. И еще можно с нам с собой Нам в дорогу. Нам тоже, мы уже Рома. посмеялись. Я все слышу. В общем, сегодня мы выезжаем во Владимирскую область. Там, как мы узнали, живет парень по имени Паша, который несколько лет своей жизни провел в детдоме. Сейчас ему 20 лет, и он живет в каких-то ужасных жизненных условиях. Хотим приехать и узнать, в чем история, и снимем все как есть. Я сейчас на вокзале, и здесь я встречусь с бездомной Ритой. But he, at the same time, he wrote me letters. Которая была в предыдущем ролике. Она в Москве, и сейчас я повезу ее к ней домой. А я смотрю, Здравствуйте. Здрасте. Вот кафе, вот это вот. уже, Где вас кормят я- бесплатно? Да, кормят бесплатно, и там все мои вещи. Ты спишь? Да, я заснул, а потом проснулся. Заряжаюсь. Ты тоже там заряжаешься? Да. Надо подтвердить, чтобы энергия покупала. Блин, она тебе подупала. Мне кажется, тебе так и хоть отбавляет энергии. Едем долгий путь. Я немножко подустал. Все, Серег, спасибо. Едем, в общем, мы едем. Везем, в общем, Рите на пожитки. Рит, а если бы не я, как бы вы с этими со всеми вещами, как бы вы добрались до... Вот так бы волокла. И вот это вот все от трассы, вы бы это все потащили бы? Все время, 13 лет вот так. Это еще спасибо, что вот это вот есть. Вот, ставьте. Да, Все, наверное. отпускайте.
Садитесь. Приехали мы к дому, где живет этот парень. Увидели окна. Вычислили, что это те самые окна, конечно, мы в шоке. Серег, расскажи вкратце. Сам он как бы 2 года был в детском доме. Он как бы рос с матерью. Мать у них была одиночка. Он в данной ситуации не в состоянии справиться. А почему ты думаешь, он не в состоянии справиться? Ну, почему я думаю, не в состоянии справиться? То ситуация на самом деле 50 на 50. Надо сейчас на самом деле с ним получше пообщаться. Мы выходим с детских домов, да. Бывает такая ситуация, некому пинка дать, да, некому подсказать, а некому там, ну, что-то с работы помочь, да, договориться. Не приспособлен к жизни, ты имеешь Да, в виду? да, да. Друзья, на ютубе есть такой канал, который называется Сансара. Его автор Дмитрий снимает социальные ролики и снимает их уже 1,5 года. И у него очень мало просмотров. И я очень хочу, чтобы вы перешли и подписались на этот канал. Ссылка будет в описании. Недавно Дмитрий помог многодетной маме с 9 детьми, и они восстановили их машину. Да, сегодня, кстати, день мамы, у вас с праздником. Вот все, вот она, ваша машина. А сейчас он помогает одинокой брошенной бабушке Нине, которая живет в заброшенной будке. Видно, что глаза сверкают. Как вам обновки? Шикарно, не то слово. Переходите на их канал, подписывайтесь и пишите в комментариях, что вы от слова пацана. Спасибо. Есть здесь работа поблизости? Работа? Ну, работать. Колхоз. Ферма. У тебя какая мечта? Чё? Мечта есть какая-то у тебя? Да. Какая? Нет, Нет мечты? А ты когда вырастешь, да вырасту. кем бы ты хотел стать? Я? Не знаю. Дальнобойщиком. Дальнобойщиком хотел бы быть? А почему? Там много денег заработал. Не очень. Инкассатором больше. Сколько вообще языков вы знаете, если так? Ну, 5 есть. Это какие? 5. Грузинский. Грузинский, Дальше. турецкий, черкесский, ну это кабардинский. Да. Одно Дальше. тоже. Английский диплом. 4. И немножко, я не говорю совсем хорошо, вот в арабском что-то и в итальянском. Ну вот сразу скажу, почему мы заинтересовались, да, этой историей. Потому что нам стало удивительно, что человек 20 лет, то есть у него есть руки, ноги, голова на плечах. И условия, в которых он живет, это, ну, ужасом трудно даже назвать. И сейчас мы подъехали к дому, мы от самого дома в шоке. Окна одно вообще разбито, да, получается? Ну, окна все разбиты и Заткнуты заткнуты тряпками, тряпками. чтобы не дуло. Сама абсурдность этой ситуации, нам хочется ее посмотреть, проверить и узнать, в чем там дело. Да, как так. Да, сейчас пойдем Я считаю, пообщаемся. выдвигаемся. Да, сейчас пойдем Уже? пообщаемся. Пойдем Всё, пообщаемся. Погнали. Такой вот подъезд. Вот эта дверь, я так понимаю. Ну-ка, закрыт. Ушел, да? Куда ушел? Бабушка, наверное. У нее бабушка есть? Да. Да, в таком доме. Хороший подъезд, да? Как тебе подъезд? Подъезд нравится тебе? Надо жалобу такой писать. А зачем вам нужно знать все эти языки? Вам нравится или что? Нет, меня жизнь колошматила, Рома. Я вынуждена была свой ум отвлекать Я понял. от вот этих вот проблем вечных, которые я не могла. Языки, да? Да. Я исписала 6 тетрадей на арабском. 5-й дом где? Ну как нам найти Пашу? Там дверь вот он, вот в этом прям подъезде. Ты нас прям до квартиры доведешь, да? Да. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хороший прикид, привет. Да нет, это, чтобы в карман Давай, ложить. скидывай туда, прицепки подпали. Степан, да? Да. Здесь ты живешь, да? Да, нет, это от мамы досталось, не знаю, когда я такой мелкий был, то это редко.
Какой-нибудь есть курица? А? Курить дадите? Мы не курим. И не пьете? И не пьем. И это правда. Света так нету. У тебя нет электричества. Да, ну по сути нет, но как бы у меня все есть. Это еще от брата как бы досталось же. Ему свет отрубили когда. У тебя родители? Ну, они умерли. Отца я не знаю, он умер, когда был мне 1,5 года, а мама в 2011 году. Это тебе сколько было? 10 лет, в январе, а в феврале 11 исполнилось. И кто у тебя остался из близких? Осталась бабушка и 2 брата старших. Среднего брата Тёля забрала вот здесь, которого я бабушку видел, кормил, под опеку. А меня бабушка с Лакинска забрала до 14 года. И потом она, типа, по состоянию здоровья меня здесь к дому отправила. И сколько лет тебе было, когда ты попал в детский дом? 14. Сколько ты учился, почему не доучился? Я И на кого? на автомеханике я учился 2-3 месяца. Я понял, что это не мое. Я перевелся на сварщика, 2 курса отучился. И заболел. Потом приезжаю в Путягу, даю им справку о том, что я болел, а они мне отправили приказ об отчислении. Воспитал улицу, он, знаете, такой специфичный. Нету какого-то к нему доверия у нас. У нас было желание ему немножко, мысли, да, такие, поддержать как-то его, может быть, где-то в каких-то совсем трудных ситуациях. Но он весь такой, знаете, вот мы с ним общаемся, и он как, с хитринкой. Это, видимо, вот эта жизнь его так и воспитала, сделала. Вот эта хитринка, видимо, да. А ты говоришь, что бабушку кормишь? Ну как, она не ходит, у нее там с ногой проблема. Ну, вообще с коленями, она старая, ей больше 70 лет. У нее... Это твоя родная бабушка? Да, это мама моего отца. Ешь. Что, где? Я вот у бабушки поел немного. А где у тебя продукт? Ну, да, не. Как... А? Да, не. Горошек. Это то, что тебе привезли, я так понимаю. Это я вот уже варил макаронки. Еще одни. Тут вот пасту мне дали. А так вообще, на улице как получилось, заработать где-то, подработать рублей 100-150, вот уже понятно, что можно сказать в магазин купить и там ту же самую булочку покушать. Когда человек не проходит хотя бы через часть трудностей, нет образования, воспитания какого-то или чего-то, откуда ты будешь знать, что он выкинет, тем более вы говорите, он вот слушает вас и с какой-то хитринкой. Вот. Может быть, мы ошибаемся, может, у тебя просто такая манера общения. Когда бабушка меня взяла под опеку, она меня не воспитывала. Я все время просто был на улице. То домой не приходил неделями, может 2-3 недели тогда на улице просто с пацанами мы жили. Маму не успела воспитать, бабушку не воспитывала. В детском доме уже поздно было меня воспитывать уже. На этой плите что делаешь? Воду кипячу, чтобы чай пить. Это чайник у тебя нету, кипятишь в кастрюльке? Да. А если приготовить себе что-нибудь из еды? У меня вон сковородка. Кидаю туда макароны, сухие, прям без воды, обжариваю и сверху водой поливаю, получается быстрая еда. Как бы я самоучка просто повар. Знаете, как вот в садике делали макароны в молоке, они такие как бы коричневые обычные, да, такие прижаренные? Да, коричневые обычные. Коричневые, конечно. Не то, что обычные, как вот белые, а такие прижаренные. Понятно. Как в молоке, типа супер. Как тебе макароны коричневые обычные? Да, ну таких что-то я не припомню, вот. В садике. Ему надо ремонт там делать. Когда у него ужасно совсем там все. Да. Разруха конкретная. Да, хуже, чем у меня. Хуже, чем у Я же не меня. был у вас там прям внутри. О-о-о. Это второй уже раз так хлам. Первый раз я все здесь сломал, все скидывал, выкидывал. И мы уносили все это на мусорку. Второй раз я разобрал уже прихожую. Обои у меня вот понравится, вот как в той комнате. Мне брат старший сказал, что вот есть обои, можешь ими воспользоваться. Какую помощь хотел бы получить? Я не знаю, физическую, наверное. Помощь в ремонте, если поможет мне лично. Будет вообще отлично. Это чисто здесь, потому что я здесь убрал одну плитку, вот здесь одну плитку, туалет сломан, вот здесь кран отвалился. Ты моешься где? Я у бабушки или у друга. У бабушки редко, к друзьям обычно больше. Денежная поддержка – это бабушкина пенсия. Ну да. Я больше 2 месяцев то на костылях ходил, то с палочкой, больше 2 месяцев. И вот сейчас только начал проходить. Вот сейчас у меня документы лежат, восстанавливаю паспорт себе. Там вот А что с паспортом? Я его потерял месяц так 4 назад. Работу надо найти, и все, и заниматься собой.
Когда мама жила, все было здесь, ну и свет, и все здесь было. А вот она ушла, как бы. Ну и со временем все погасится. Это, А сколько там долг? ну, где-то 250, наверное. 250 тысяч Но долларов? это не мой, конечно, долг. Это среди двух братьев надо было распределить его. Обалдеть. Как вы думаете, он устроится на работу? Это поможет ли это ему или это его не изменит? будет, кто его знает. А если мы ему поможем? Знаете что, наверное, окружение все-таки нужно ему. Но у него плохое окружение. Вот это плохо. Одежда у тебя какая? Это куртка нормальная, она рабочая. А еще у тебя одежда есть? Вот ты сейчас одет в одежде. Ну там штаны, джинсы, ну там футболка уже все. Ну вот вся моя одежда, это футболка, вот эта кофта. Еще у друга свитер лежит, и вот эта куртка. А если... А теплая куртка? Холодно. Если минус 10. Мех. Ну и кроссовки, да? Или Ну есть кроссовки мне какие-то это теплые? подарили, они тоже утепленные. Они вот, короче, тут смех внутри, им уже больше 2 лет. Они начали так вот разрываться сейчас. Как бы, ну, я не жалуюсь, у меня вот поддержка от друзей есть. Тоже от своих. Иначе за счет нет, совершенно может человек просто-напросто или пропасть. Столько у меня было трудностей, что я не справлялась с задачами, несмотря ни на что, пить чего-то. У меня вот это никак, не курить, не это. Вот почему-то, наверное, все-таки от воспитания. Первое место у меня это юные русичи. Подтягиваю перекладину. Да, середину. я тогда 43 раза потянулся. 43 раза Да. потянулся? А сейчас сколько раз можешь потянуть? Ну, 22, наверное. Отжаться раз 40. Давай так, в школе мы приехали. Пойдем и купим тебе продуктов. Продукты, да. И кружку найдем. Вот. Заходим в магазин. Сейчас Паша выберет продукты, возьмем его. Ну, прям вообще, все, что хочешь, то бери. У тебя сколько с собой, ну, вообще денег сейчас в кармане? Дома там 2 рубля. А еще есть деньги? Нет. Давай чашку возьми. Любую, да? Любую, да. Никогда мама со мной не ругалась, она вот объясняла, что к чему. А это очень важно. Всегда нужно объяснять. Никогда ребенку не бить, ничего не... Это не поможет. Совсем сирота. И он остался один. Но у Да. него еще есть братья. Старший пьет и Пьет? сильно, да, и Пьет. что-то они не общаются. Средний брат, ну, там иногда помогает ему, но у него своя жизнь. То есть, ну так, по сути, он один. Ты хочешь так тарелки такие? Я не понимаю. Вот это оплатится. А что это такое? Чайник? Чайник. Ну, мне как бы, ну, не по себе это, как бы, простите, на 700 рублей стоит, это как бы не мои какие-то же деньги. Давай, клади эту тележку. На кроссы, на куртку, что пригодится дома, там подклеить, универсальный момент клей. Ну, как бы, ну, тоже... Ты кросс заклеить хочешь? Да. Да, это... Ну, чтобы там весь мелкий мусор, да, все да, это в пакеты да, и... да. в А этих плетеных тут нет, да, мешков? Берешь, кладешь в мешок, там нужно контейнер, пустой контейнер, высыпаешь с мешком обратно, еще напихиваешь, и также контейнер забиваешь, а потом все мешки добиваешь уже полными и кладешь рядом с контейнером. Понял? Из всего из этого самое необходимое для тебя что? Нож, крупа, соль, тряпки, чайник, тряпки, губки, лампочки. Вода. Откуда ты берешь воду? Либо ходить на колодец, либо прошу Женьку, соседку, чтобы потом налила. Я взял воду 5 литров за 29 рублей. Хорошо, пойдем на кассу, мы тебе все заплатим. Сколько там? 3761. 6 километров. Вот это 6 километров только? Да, еще осталось 6 километров. Я думала, здесь все 150 километров. И здесь вы идете по этой дороге, получается, с тележкой, с санками, за Да. собой их тащите. Ну а что делать? Это что за подъезд? Ну мы в этом подъезде зависали, когда немножко были. Когда вот из детского дома первый раз убежал, ну, надо было где-то прятаться. Домой боялся идти к брату, к бабушке, к другой бабушке. Думал, на меня скажут то, что я, ну, сбежал и сдадут меня. Вот, я в подъезде ночевал постоянно. Ты в подъезде.
Ночевал сколько раз в своей жизни? Ну, я постоянно ночевал в подъезде. Ну, на ступешках. Курточку накрывался, там что-нибудь, такую шапку так вот хоп, под голову сложил, чтобы помягче было. И все. Я так понимаю, что друзья его это пьяницы, воры, наверное. Это возможно, знаете что, мне кажется, если у него будет сильное чувство какое-то, например, любовь или что-то такое. Ага. Только такое, мне кажется, что-то спасет его. Сильное воздействие, какой-то сильный стресс. Как улица повлияла на твою жизнь? Ну, она меня научила многому, как бы, мне легче выжить в трудной ситуации. А что плохого она тебе дала? Плохого? Дурное воспитание. Я, да, на улице воспитался. Я человек, который в семье, он сейчас работает, да. Есть вот хорошая квартира, он живет, да, вот у него скоро, вот, может быть, будет семья, да. Вот я вот на улице, меня не научили, не приучили к работе, к трудоспособности, чтобы я работал. Захотел учиться, учусь, не захотел учиться, не учусь, вот так у меня было. Хочу работать, не хочу работать, вот так вот у меня. Смотри, а вот, квартиру там, да, ты сейчас хочешь привести в какой-то порядок? Ну, потому что все люди взрослеют со временем и понимают то, что приоритеты надо расставлять. Is it easy for you to live alone? I like to be alone. Really? Yes. Look here, when you have bad people near you, it is very bad. But when you have nobody, it is much more better than you have bad people. Что самое доброе делал в своей жизни? Спас человека. У человека либо паническая атака была, либо еще что-то у моего знакомого. Он не мог дышать. И мне вот первый раз в жизни пришлось рот в рот делать искусственное дыхание человеку. Вот, он потом на колени встал, такой, говорит, спасибо, ты говорит, спас меня. Что, говорит, тебя как-то благодарить? Я говорю, да ничего не надо, говорю. Я говорю, только смотри, кому расскажешь. Въехали в село. И дальше едем туда, в самый конец, там на отшибе у вас, примерно, так понимаю, домик. Отдельно от всех, да, стоит? А эти поднимаются колесики, вот вон та черная, по-моему, штука. Далее я достал 2 больших пакета с новыми теплыми вещами для Риты. Там было 2 теплые куртки, шарфы, шапки, перчатки, варежки, носки, теплые свитера, кофты, 3 новые пары теплой обуви. И все это я подарил Рите. И вы не видите, как это происходило, потому что у нас, как назло, удалился именно этот файл. Мы очень расстроились, потому что Рита давала такие очень сильные эмоции на все это. Она была очень благодарна, искренне благодарна, и она говорила, что будет одевать эти вещи в Москву, когда будет ездить. Но это YouTube, и мы снимаем все как есть, и, к сожалению или к счастью, мы от такого не застрахованы. Проезжаем к Ритиному дому. Несколько дней она была в Москве, ночевала в кафе, где ее пускают переночевать. А ездит в Москву она в библиотеку. Рите принесли лекарства. Добрые люди. Здесь лекарство, Рита. Что он? Рита с другой стороны дома в щель залезает, чтобы изнутри сейчас открыть эту дверь. Ты, Серега, ты в 20 лет. Что ты добился? Что у тебя было? Ты уже работал? Да, благотворительность у меня вот начинала. А почему ты думаешь, Сереж, вот твои 20 лет так отличаются от 20 лет Паши? Во-первых, конечно, в детском доме я сам всю жизнь вырос. У меня были любимые воспитатели, к которым я реально прислушивался. И есть же, не все же воспитатели с любовью к детям относятся. И эта проблема происходит в основных государственных учреждениях, потому что ребенку некому поделиться. В детском доме никто каждого единолично, там, персонально, никто не слушал. Я, например, я понимаю, как из этой ситуации выходить. Я находил общий язык с воспитателями. Вот так вот. Я оттуда залезла открывать. А, я понял. Вы сказали вещи вашего, да, помочь вам как-то разобрать, освободить. Да. Давайте мы это сделаем. Хоть немного теплее будет, не знаю, или боком. Да, давайте мы сделаем это сейчас. Сейчас будет чуть потеплее. Кровати, да, чуть Ну не летом, а вот сейчас просто немножко потеплее будет. Да, потеплее. Мы не будем обязательно сжигать, хотя бы мы достанем и сделаем порядок. Рита.
Да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вещи теплые, новые, как вам? Теплый, ой, я так обрадовалась. Самое важное для вас, что, наверное, из этих вещей? Куртка и эти, как его, кофточка, свитер и обувь. Ну, я рад. Обувь-то, да, очень. Я прям столько раз думала, что вы просто молодец, хоть и мужчина, все так подобрали. Спасибо, очень приятно. Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное. Да, до свидания. Спасибо, да, всех благ. Вот тут. И поможем вам с домом, утеплить там, Слабее. если нужно. Да. Собачек вы сможете что привязать там, чтобы они Вот нас не собачек покусали? надо в другую комнату, а в другую комнату там тоже надо все повыкидывать, мебель. Я не Ты знаю. когда-нибудь воровал в жизни? Да, постоянно, почти всю жизнь. Надо же как-то было жить. Вы меня спасли от очередного продолжения болезни. Я рад. Потому что я бы вот шла бы опять, да? Вот вы же видите, хоть может расстояние в километрах небольшое, но для меня это каторга. Все, Рит, до свидания. Спасибо. Спасибо. Это вам спасибо. До свидания. Да, спасибо. Ну что ж, отвез я Риту к ней домой. Сейчас уже смеркается, я возвращаюсь. И очень хочется ей помочь. Очень хочется как-то утеплить ее дом. Очень хочется, может быть, еще помочь ей с продуктами и с вещами. Очень надеемся, что вы нам как-то подскажете и посоветуете, как нам поступить. Спасибо вам большое, что вы нас смотрите. И спасибо вам, что вы подписаны. Я знаю, что многие на нас подписаны. А те, кто не подписан, подпишитесь, потому что это будет очень большая для нас поддержка. Спасибо вам огромное еще раз за то, что вы посмотрели это видео. И мы возвращаемся ровно через неделю. Спасибо.